Друзья, всем привет! Сезон зимней рыбалки можно считать закрытым. Крайний мой выезд на водоем был где-то около недели назад. Лед уже почернел, было очень опасно, но мне все-таки удалось порыбачить. Где-то часика два я успел походить перед тем, как он начал вообще таять прямо на глазах. Лед еще есть. Но заходить лучше по вымосткам в такое время. Ну-ка, сейчас попробуем. Вроде бы нормально. Так, а вот и камыш. Ну такое себе, знаете, удовольствие. На грани сегодня будет. Лед черный. В камышах, как правило, он тоньше, чем где-либо на водоеме. В начале рыбалки решил попускать подводную камеру. Видел карася. Много карася в камышах, и карась большой. Вот и еще карасики. Вон за камышами. Брал я с собой в этот раз мотыля на рыбалку. Пробовал уговорить карася на поклевку, но так ни одной поклевки я и не увидел. Походил немножко также на безмотылку. На безмотылку мне удалось поймать несколько хороших красноперок. Одна, наверное, грамм на 400 точно была красноперка. Смотрите, какая красота. Вот это красноперище. Ого. Бахнуло хорошее. Есть еще одна красноперка. Хорошая. Но после того, как солнце поднялось немножко повыше, стало припекать, и лед начал превращаться в кисель. И я быстро собрал свои снасти и уехал домой, потому что было очень опасно. Буквально вчера-позавчера водоемы уже вскрылись полностью. Я уже обрадовался, думал, выйду, половлю карася на боковой кивок. Но у нас опять стоят заморозки, опять похолодание. Потеплеет где-то через неделю. А для того, чтобы успешно ловить карася, нужно, чтобы вода прогрелась хотя бы градусов до 7 до 8 в водоемах. И я решил прибрать свои снасти для ловли трофейной рыбы летом. И хочу вам заодно показать и рассказать про свою снасть для ловли трофейных карпов на поплавок. Много вопросов задают мне в комментариях. И подготовим удочку с боковым кивком для ловли карася весной в камышах. Ловить карася в камышах я собираюсь на удочку Осни 10H у меня. Длина 5,4 метра. Тест 100 грамм у этой удочки. На самой удочке останавливаться долго не буду. Уже рассказывал за нее несколько видео назад. Удочка покупается либо в сборе, уже с кольцами, с катушкой, с боковым кивком. Либо вы можете купить просто одно только удилище, а остальное все покупать еще отдельно. Отдельно силиконовые кольца, отдельно боковой кивок, катушку и так далее. Все я покупаю в одном интернет-магазине, это не реклама. У нас в Украине продаются такие снасти только в нескольких местах. Найти их тяжело. И одно из этих мест, где можно купить, это интернет-магазин Funfish. Рекомендую. Ребята вам там подскажут, расскажут, если у вас есть какие-то вопросы. Помогут вам подобрать снасть. Все зависит от того, какую рыбу вы собрались ловить. Также хочу исправить свою ошибку.
в том видео, где я делал обзор на свои удочки для ловли на боковой кивок, я рассказывал за тест и указал неправильно тест удочек. Тест удочки Cold Dragon 150 грамм и тест удочки Phoenix 220 грамм. Я там немножко преуменьшил тест, поэтому прошу прощения. Для подготовки снасти для ловли карася в камыше весной я на этой удочке поменяю шнур, поставлю более тонкий. Здесь стоит шнур 0,18, я поставлю шнур 0,12, даже 0,128 мм, шнур фирмы Brain. Шнуры можно использовать любых фирм, все зависит от того, насколько вы готовы потратиться на этот шнур. И цвета желательно выбирать, вот это идеальный цвет для ловли в камыше. Такой коричневато-зеленый. Вообще классный цвет. Вот я именно шнур выбирал не по фирме, а именно по цвету. Ну и по диаметру. Какая фирма, лично мне вообще без разницы, не важно. Это уже дело второе. И поменяю мормышку. Мормышку поставлю такую, чтобы можно было ловить карася на мотыля, на пучок мотыля и так далее. Сейчас достану. Хочу показать вам, какие у меня есть. Ну вот, две мормышечки, небольшие. Когда вы опускаете эту мормышку на дно, вот она стоит в таком положении. Жалом кверху. Здесь у вас будет насадка. Подплывает карась и клюет. Похожий чем-то на зимние мормышки Уралочка. Вот это первая особенно. Сейчас намотаю где-то, наверное, метров 20 хватит вполне. Шнура. Спрашивают часто, сколько наматывать шнура на катушку при ловле на боковой кивок. 30 метров, наверное, будет самый идеальный вариант. Так, какую же мормышку выбрать? Ну, наверное, вот эту, которая больше похожа на Уралочку. Вот такая вот мормышечка. А сейчас покажу вам, как я привязываю мормышки. Ну, по крайней мере, постараюсь. Значит, кончик шнура продеваем в отверстие или в ушко на мормышке. Бывает по-разному. Есть ушко, а есть в самой мормышке отверстие. Продеваем шнур со стороны жала. Вот где у вас жало находится. И продеваете шнур в это отверстие. Продели. Протянули. Когда продели шнур, делаете петлю. Делаете петлю. Без разницы, насколько большую, как вам удобно. Сделали петлю, ничего этой петлей не обматывайте, просто сделали петлю, пальчиками прижали эту петлю к самому крючку, а свободный кончик шнура берете и обматываете вокруг петли и вокруг шнура. Так, раз, 5 или 6. Обмотали. И после того, как обмотали, продеваете свободный кончик шнура в эту же петлю. Продели и затягиваете. Вот. Хорошо с одной стороны. Хорошо с другой стороны затянули. И лишнее обрезаете. Вот, обрезали, оставили кончик шнура 5 мм примерно, плюс-минус. Ну и вот, мормышка привязана. Я считаю такой рыболовный узел самым надежным, одним из самых надежных. Использую его всегда. И даже зимой, зимние мормышки я привязываю на такой узел. Использую. Ну вот, удочка и готова для ловли карася весной в камыше. Вот это вот правильная огрузка бокового кивка. Удочка для ловли карася в камышах готова весной. Теперь осталось дождаться хорошей погоды. И теперь покажу вам удочку для ловли трофейных карпов, любой трофейной рыбы на поплавок. Опять притапливает. О, пошел.
Поклевочка, ребята. Ого. Ого, пошел. Вот это парень. Ой, хороший, хороший. Ловил я на такую снасть хороших трофейных карпов до 11 килограмм. Было даже у меня прошлым летом такое, что клюнуло сразу два больших карпа на протяжении 3-5 минут. Один был 6 килограмм карп, другой на 9,3 килограмма. Ребята, еще одна поклевка, ё-моё. Две поклевки сразу. Смотрите, на две удочки. Ничего себе. Вот это да, аншлаг прямо. Ух ты, ё-моё. Достать не могу его с воды. Ничего себе, кабан. Еще больше, что ли? Смотрите, как гнется удочка. Это специальные карповые удочки. Еще больше, ребята. Второй еще больше. На кивок бы я уже давно достал, на боковой. О, это десятка, ребята. Это десятка. Однозначно. Это да. Сейчас я вам его покажу. Вот это тот, который поменьше. Так, сейчас второго достанем. Ну вот, смотрите, какой длиной карп. Вот мои руки. Ловил я карпа на поплавок, снасть для дальнего заброса, с лодки, из наживки использовал вареный горох. Я использую вот такие вот удочки. Удочки у меня фирмы Фиима, всем известная. Данная удочка это Фиима Obsidian. Фирма недорогая, удочки примерно стоят где-то 1500. Удочка сама по себе тяжелая, телескопическая, складывается все как мне нужно, мне так удобнее. Ну, это уже выбирать вам, как вам удобно, можете брать, не обязательно телескопические. Главное, чтобы она была надежная и крепкая. Ну и катушечка. Самое главное, это катушка при вываживании трофейных карпов на поплавок. Данная катушка у меня 7000-я. Выбирал катушки по чувствительности фрикциона. Катушка зарекомендовала себя очень хорошо. Все у нее отлично. Фрикцион хорошо справляется с большими карпами. Использовав такую снасть в течение всего прошлого лета, эта снасть меня ни разу не подвела. Покажу, как у меня тут все устроено. Сама снасть очень простая. И что самое главное, рабочая. Так, значит, давайте начнем с лески. Леска у меня здесь стоит 0,32. Толще не советую использовать, так как эта снасть у меня для дальнего заброса. Если вы поставите потолще леску, вы далеко ее не забросите. Вам придется увеличивать основное грузило на этой снасти, ставить побольше поплавок. А если вы укрупнитесь, то это будет негативно сказываться на поклевках карпа. Карп будет побаиваться такую грубую снасть, карп боится. Поэтому 0,32 я считаю самый идеальный вариант. Можно даже использовать и 0,28, 0,26. Но если вам будут попадаться карпы больше 10 килограмм, то я думаю, лучше не рисковать. И 0,32 это то, что нужно. Так, ну из чего у меня состоит снасть? В самом верху, так, вот здесь у меня, значит, стоит стопорок. Сначала идет стопор. Потом идет сам поплавок. Буду вам рассказывать за снасть сверху вниз. Поплавки использую вот такие с высокой антенкой, большие. Данный поплавок у меня, по-моему, 4 грамма, если я не ошибаюсь. Да, 4 грамма.
Какой фирмы вы будете использовать поплавок, это уже ваше личное дело. Главное, чтобы его было хорошо видно. Я, кстати, вот их покрасил в такой салатовый цвет. Его хорошо видно и в пасмурную погоду, и в солнечную, и утром, и вечером. Вообще отлично. Мне вот такой цвет больше всего нравится. Затем у меня идет основное грузило после поплавка. Грузило фиксируется стопорками на том расстоянии, на котором мне нужно. Часто спрашивают, основной груз у тебя ближе к дну или выше к поплавку. Я стараюсь основное грузило ставить как можно выше к поплавку. Но если вы, например, ловите на глубине около метра, то основное грузило должно быть практически в 10-15 сантиметрах от поверхности воды. Если же вы настроите снасть так, что ваше основное грузило будет практически у самого дна, то это, конечно же, будет карпа отвлекать, пугать. Поэтому я стараюсь основное грузило делать так, чтобы оно было как можно выше от дна. Ну, примерно 70-80 сантиметров от дна стояло. Как минимум 50 сантиметров. Так, после основного грузила у меня идет подпасок. Подпасок у меня находится на расстоянии от крючка где-то сантиметров 15-10. Можно ставить и больше, можно ставить и чуть меньше. Ну и уже после подпаска идет сам крючок. Крючки использую 6 номер. Всегда практически. Можно, иногда использую и 4 номера. Но в 99% это 6 номер. Более крупный не вижу смысла ставить, так как вы на этой снасти используете безинерционную катушку. С ним можно поиграться, поводить его, отпускать, подтаскивать. И здесь нагрузка на крючок не такая, как на удочках с боковым кивком. Крючки в основном использую фирмы Овнер. Хорошие острые крючки. При ловле карпа на поплавок я использую тот же метод, который использую при ловле карпа на боковой кивок. Плаваю по водоему, нахожу место, где много роек на поверхности воды. Это места там, где роется карп в иле на дне. Не доплываю до этого места где-то метров 15-20. Якорюсь там и забрасываю в то место поплавочки. И жду поклевку. Иногда на поплавок, на такую снасть, больше поклевок, чем на боковой кивок. На боковой кивок хорошо карпа ловить в закоряженных местах, там где кувшинка. А вот такая снасть на поплавок хорошо срабатывает в тех местах, где на водоеме нет практически водорослей. Чистый водоем, где тяжело подкрасться к карпу или сазану. Вот эта снасть идеально подходит для таких условий. Все, что я хотел вам сегодня рассказать, друзья, я рассказал. Снасти показал. Теперь ждем хорошую погоду и выезжаем рыбачить, ловить карася, а туда позже уже линя и карпа. Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки, не забывайте. Обязательно, кто не подписан, подписывайтесь на канал Роман Ленд. Всем пока!